Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня у меня в гостях мой ученик Володя Агапитов. Всем привет! Мы сделали с Володей шахматы. Ну и вопрос сразу к тебе. Почему ты решил изготовить шахматы? Я решил готовить шахматы, потому что мой дедушка любил играть в них. И у него был очень красивый набор. В принципе, копии его перед вами. Расскажи зрителям, из какого материала мы сделали эти шахматы? Белые фигуры мы делали из обычной березы. А черные из термообработанной сосны. Ну, а я еще добавлю от себя, что доску мы сделали из этих же термососны, из обычной сосны и сделали еще окантовку из красного дерева. Ну а сейчас мы вам покажем процесс изготовления нашего изделия. Ну что, начинаем? Начинаем. С дедушкиных шахмат Володя снял размеры и сделал чертежи. А затем мы напилили заготовки из березы и термососны квадратного сечения. На ленточной пиле эти заготовки я распилил. Володя сделал разметку на каждой заготовке для сверления. Сверлом на 6 мм он просверлил отверстие для фиксации заготовок в 4-кулачковом патроне. Точение шахматных фигур Володя начал с белых пешек, чтобы понять технологию изготовления шахмат. А затем перешел уже к точению более сложных фигур. Вот точит ладью, затем слона. Получилось почти как в оригинале. Ну а потом он перешел к точению черных фигур. Термососна точилась сложнее, чем береза. Вытачивает ферзя. Делать коней пришлось иначе. Вначале Володя сделал нижнюю часть у коней, оставив заготовку без изменения. Он сделал разметку, и я на ленточной пиле отпилил все лишнее. По шаблону мы разметили контур коня и выпилили на ленточной пиле. Срезаем рабочие хвостовики у всех фигур, затем шлифуем нижнюю часть, ну и готовые фигуры Володя покрывает лампадным маслом. Интересно, что термососна сразу почернела. Из остатков наших заготовок мы выпиливаем клетки. Для начала пришлось заготовки пропустить через рейсмус. Ну вот клетки я напиливаю. Белые это просто сосна, черные это термососна. Клетки готовы. Володя их выравнивает, предварительно раскладывает на листе фанеры, подгоняет. Ну а дальше мы все заготовки постепенно приклеили на подготовленный лист фанеры. Контурную рамку для доски мы делаем из сосны. Пропускаем ее через рейсмус, напиливаем на бруски. Полученные бруски мы пропускаем через фрезерный станок, чтобы сделать паз для фиксации на нашей шахматной доске. Шахматную доску на циркульной пиле опиливаем в размер. На торцовочной пиле распиливаем бруски под углом 45 градусов в размер нашей шахматной доски. И затем приклеиваем рамку к нашей доске клеем ПВА. Попутно вставляем маленькие кусочки из красного дерева. Зажимаем все в ваймах.
окончательная шлифовка доски при помощи орбитальной шлифмашины. И вот теперь уже по краям рамки ручным фрезером я делаю окантовку. Доска готова. Последние штрихи. Готовое изделие Володя покрывает лампадным маслом. Ну, а вот и результат. Процесс изготовления закончен. Вопрос к тебе. Была ли у тебя какая-то неуверенность, может быть, дрожь или боязнь перед тем, как ты начал вытачивать эти шахматы? Да, неуверенность была, особенно когда мы точили черные фигуры. Ведь у нас была всего лишь одна термообработанная доска сосны. И я боялся испортить заготовку. Но тем не менее, мы с тобой потренировались сначала на белых фигурах, а затем уже ты понял, как вытачивать, и дело у нас с тобой пошло. Итак, уважаемые зрители, мы с вами прощаемся. Заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всего вам самого доброго. Пока! Пока!